Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля, мой канал об узорах крючком. А сегодня я хочу вам показать, как можно связать вот такую легкую, оригинальную, несложную кофточку-туничку очень простым узором. Расскажу, покажу от начала пряжи до момента сшивания всех элементов. Справится даже новичок. Полностью мастер-класс в PDF-формате вы можете приобрести в моем IT-магазине, поэтому заглядывайте. Ссылку я оставлю в описании видео и в закрепленном комментарии. Ну что, свяжем? Итак, начнем с материала, да? Это пряжа, ниточки, которыми непосредственно работала я, и крючок. Итак, смотрите, у меня это было Yarnart Elegance, вот такие вот ниточки, моточки небольшие, смотрите, в 50 граммах находится 130 метров. Идем дальше. По составу это 88% хлопок, 12% это металлический полиэстер. Видите, вот такая вот блестящая ниточка здесь добавлена, металлическая. Дальше. Цвет, пока не забыла, называю 114. Мне кажется, на камеру он передается более такой, как молодая травка. Мне кажется, немножко поспокойнее. И получается, что нам здесь советуют производители. Смотрим. Они нам советуют брать здесь крючок. Смотрите, 4 миллиметра. Вот. Берем крючок 4 миллиметра. То есть все, как нам советует производитель. Вы точно так же можете брать свою пряжу, не обязательно такую, как у меня. Берите любую пряжу. Самое главное, правильно подбирайте крючок, чтобы у вас все получилось. Схему непосредственно я прикладываю. Она доступная, в интернете ходит. То есть вы наверняка много раз ее видели. Возможно, вы даже этим узором что-либо уже интересное вязали. Смотрите, схема четкая, понятная. Кто умеет работать со схемками, приступайте, работайте. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, начинаем с самого важного и интересного. Это расчеты. Смотрим. Раппорт нашего сегодняшнего узорчика равняется 10 воздушных петелек плюс 1. Запомнили? Далее, смотрите, я буду вязать на размер 48. Я не буду делать сильно оверсайз. Я хочу, чтобы прилегало к телу. То есть я буду приблизительно набирать 50 сантиметров, да, делать размер. То есть чтобы вот мои эти цветочки, звездочки хорошо раскрылись. Так? Итак, получается, у меня будет 50 сантиметров, как вот длина, да, моего изделия. Вот, смотрите, у меня будет такой прямоугольник, он будет немножко укороченный. То есть высоту будет чуть меньше, чем вот эту вот ширину, да, правильно называю. То есть вот здесь вот я планирую 50 сантиметров. У меня тут будет два одинаковых прямоугольника. Перед и спинка абсолютно одинаковые. То есть точно так же будет и здесь. Тоже будет 50 сантиметров. Итак, сколько же должна набрать я петель? Я посчитала, что один раппорт у меня равняется 5,5 сантиметров. Эта цифра у всех может быть разная. Поняли? В зависимости от вашей пряжи, от вашего крючка, от вашей плотности вязания. Эта цифра может быть разная. Если мы с вами попали вместе в одну плотность, то дальше у нас получается все одинаково. Итак, сколько же я должна набрать, чтобы у меня получилось 50 сантиметров? Получается, так и пишем. Один раппорт 5,5 сантиметров. Сколько раппортов неизвестно, это 50 сантиметров. Ну, вот я вот так считаю. Дальше. Как в школе. 1 умножили на 50, разделили на 5,5, и получается, что у нас 9 раппортов. В моем случае. Итого, что это получается? 1 раппорт 10 петель. 9 умножаем на 10, получается 90. И не забываем еще плюс 1. Так, плюс 1. Итого я набираю 91 петельку вот сюда. Понятно? И дальше я вяжу, да, и вы вяжете на ту высоту, которую считаете нужным. Я извязала весь моток, сразу же скажу, и у меня здесь получается 25 рядов. 25 у меня получилось рядов, и моточек закончился. Опять же, высоту, получается, у меня идут по узорчику, по схемке, посмотрите, 2 ряда, да, они повторяются друг за дружкой, просто они смещаются. 2 ряда равняется 2,8 сантиметра. У вас тоже высота может быть разная, цифра может тоже ходить влево-вправо на ваше усмотрение, как вы вяжете. Так вот, по итогу получается, что у меня здесь вышло 35 сантиметров в, вот так вот отметим, высоту, 35 сантиметров высоту. Пока, в принципе, мне этого достаточно, но после примерки будем смотреть, будем добавлять или будем оставлять. Планировалось укороченный. Точно так же вы делаете прямоугольником 2 рукава. Если вы планируете делать рукава, вы на данном этапе можете остановиться.
можете просто провязать, соединить боковые швы, так, и плечевые швы. И у вас будет такая вот интересная туничка, маечка, так. Но я планирую вязать с рукавами. Рукава у меня будут длинные. У вас они могут быть короткими, могут быть 3/4, могут быть до запястья, то есть на ваше усмотрение. Здесь тоже необходимо будет посчитать. То есть здесь я набираю, вы как хотите шире делать, хотите уже делать, на ваше усмотрение. Но опять же, я буду делать так, чтобы узор было видно. Да? То есть не прям сильно в облипочку, чтобы не обтягивало, но все равно. Здесь у меня будет, я посчитала, 6 раппортов. Так? И точно так же 6 умножили на 10, получается 60. И плюс 1, 61 воздушную петельку я набираю на рукав. Понятно? И здесь получается высоту, сколько вы будете вязать. Опять же, вы прикладываете к себе либо изначально знаете, какой будет, да, у вас рукавчик. То есть в моем случае я пока провязала 32 ряда. Так. И у меня это получилось 44 сантиметра. Ну, в дальнейшем я буду смотреть. То есть достаточно это мне или недостаточно, но это уже в зависимости от того, как захочет модель. Ну, а модели сейчас могут носить и до запястья, и ниже, и так, то есть как бы пальцы закрывать. Все. Можете приступать к вязанию. Мы уже с вами все рассчитали. Подставляйте свои циферки и творческих успехов. Итак, прежде чем мы начнем вязать, так, наш образец, хочу сказать, что полный мастер-класс в PDF-формате вы можете приобрести в моем Etsy-магазине. Ссылка будет в описании к данному видео и в первом закрепленном комментарии. Так что, пожалуйста, заходите, смотрите, распечатывайте, вяжите с удовольствием. Итак, для начала делаем петельку фиксации. Все как всегда, здесь без изменений. Смотрим на схемку, которая перед вами, так. И я буду набирать 3 раппорта. Это получается 30 воздушных петелек, еще плюс одну дополнительную, 31. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Ну, я думаю, на данном образце все будет понятно. Идем дальше. Теперь будьте внимательны. Для начала, что мы с вами делаем? Мы делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Есть. Пальчик не отпускаем. Это у нас будет как ориентир, маркер наш. Дальше еще дополнительно 2 петельки по узорчику. 1, 2. Итого 6 воздушных петелек. Так? И получается, если вы вдруг отпустили, да, палец, то смотрите, возвращаемся, получается, мы отсчитываем от крючка 7-ю петельку. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот в 7-ю петельку делаем, смотрите, 2 накида. Возвращаемся сюда. Ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, столбик с 2 накидами. Пока повторяйте, потом поймете. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь будьте внимательны. Ваша задача отсчитать 4 воздушные петельки. Не потеряйтесь. 1, 2, 3, 4. В 5-ю нырнули. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки вместе, столбик без накида. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Делаем 2 накида. Опять смотрите, будьте аккуратны. 1, 2, 3, 4 петельки пропускаем. В 5-ю нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Вот такой высокий столбик, называется столбик с 2 накидами. Дальше смотрите, что мы делаем. Мы с вами провязываем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Возвращаемся сюда же. Не заблудитесь. Вот сюда же, где мы только что провязывали столбик. И ныряем сюда же и провязываем в эту воздушную петельку еще один столбик с 2 накидами. У нас получается вот такая вот рогаточка. Поняли? Вот. То есть в самом начале у нас была половинка рогатки этой. Все, дальше идет повторение. Итак, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем 4 петельки. 1, 2, 3, 4. В 5-ю нырнули. Вытянули ниточку. 2 петельки вместе, столбик без накида. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3.
2 накида, будь внимательны, 4 петельки пропускаем. 1, 2, 3, 4 в пятую. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, столбик с 2 накидами. Есть. Опять делаем с вами 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Вернулись опять же к этой воздушной петельке, там где у нас был столбик с 2 накидами. И сюда же провязываем еще один столбик с 2 накидами. Формируем опять вот такую большую рогаточку. Вот видите, что получается. Все. И опять повторяем. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Пропускаем здесь у нас получается 4 столбика, 4 петельки. 1, 2, 3, 4 в пятую. Мы делаем 2. Мы делаем просто столбик без накида. Так, чтобы не запутаться. Дальше опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. 4 петельки пропускаем. 1, 2, 3, 4. И вот последнюю пятую. Нырнули. Провязали столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. Теперь будьте внимательны. Здесь мы делаем всего лишь только 2 воздушные петельки. 1, 2. И делаем последний столбик с 2 накидами. 2 накида. И возвращаемся сюда же, в эту же петельку. И провязываем столбик с 2 накидами. Все, мы с вами провязали, ну, допустим, вот первый ряд, да? Как бы вот вы уже вяжете свое изделие, да, образец. Вот так вот будет выглядеть первый ряд. Вот такое же начало, да? И закончили также ряд. Идем дальше. Так, провязываем второй ряд. Для начала 1 воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика нырнули, провязали столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. И вот там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, мы в него нырнули, провязываем столбик с 2 накидами по 2 петельки. Есть. Опять делаем наши 5 воздушных петелек для рогатки. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик, да, и провязываем столбик с 2 накидами, формируем рогатку. То есть вот что по итогу у вас должно здесь получиться. Угу. Повторяйте. Дальше идем. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь смотрите, мы переключаемся вот на нашу рогаточку, вот эту арочку. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Есть. Тот самый первый столбик, который мы вот провязывали в начале ряда. Все, дальше повторение. Опять провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 2 накида. И переключаемся вот в столбик без накида предыдущего ряда и начинаем провязывать рогаточку. Столбик с 2 накидами. Дальше 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять делаем 2 накида. 1, 2. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик предыдущего ряда. И провязываем еще один столбик с 2 накидами. Опять получилась рогаточка. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся вот на нашу арочку предыдущего ряда. И провязываем сюда столбик без накида. Поняли? То есть мы, если внимательно посмотрите, повторяем предыдущий ряд, просто он смещен в шахматном порядке. Поняли, да? Все. И вот так вот провязывайте до конца ряда. 3 воздушные петельки. 2 накида. Провязали столбик с 2 накидами. Далее у нас тут 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 2 накида. И сюда же провязываем. Все, рогаточка. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И смотрите, здесь будьте внимательны. Получается, вот у нас идет столбик с 2 накидами. Потом мы делаем 2 воздушные петельки. Отсчитываем их. 1, 2. И вот получается, там, где у нас было 4 петельки подъема, мы в 4-ю петельку провязываем столбик без накида. Вот. Вот какая картина начинает появляться. Не сложно, не сложно. Идем дальше. Итак, следующий ряд, получается, будет 3-й. Будет полностью повторять первый ряд. Вспоминаем. Вначале были 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Так. Потом мы делали 2 петельки воздушные по узорчику. 1, 2. Это получается у нас уже 6 воздушных петелек. Дальше 2 накида. Возвращаемся сюда же.
к этому же столбику и провязываем столбик с 2 накидами, получается половинка такой вот рогаточки. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и в рогатку предыдущего ряда нырнули, вот на рогаточка, и провязали столбик без накида. Угу. Опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, 2 накида, и вот вы переключаетесь столбик без накида предыдущего ряда и провязываете опять рогатку, столбик с 2 накидами, 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5, и сюда же возвращаетесь, столбик с 2 накидами. Поняли? То есть все. И когда вы будете чередовать, получается, первый, второй ряд, так, у вас потихонечку начнет вырисовываться такие вот звездочки, цветочки. Смотрите, сейчас покажу. Вот, например, видите? Вот мы начали в самом начале ряда, начинает вырисовываться. И все, вы просто повторяете первый, второй ряд. На самом деле это один ряд, да, только он просто смещен в шахматном порядке. И у вас по итогу вот такие вот интересные появляются элементы, вот такая вот сеточка. Здорово. И вяжется очень быстро, потому что нитка толстая, крючок толстый, да, и получается в итоге очень-очень быстро вы сможете связать и перед, и спинку, и так далее. Все, давайте приступайте, непосредственно провязывайте спинку по своим размерам, так. Если необходимо, провязывайте рукава, да, точно так же по своим размерам, спинка и перед абсолютно одинаковые. Встречаемся с вами уже, когда провяжем полностью все наши элементы, и, да, и будем их непосредственно сшивать по плечам и по бокам. Договорились? Договорились. Давайте. Итак, вот вы провязали перед, вы провязали спинку, да. Кто захотел, провязал рукава. Теперь следующий этап, мы будем соединять наши детали. Я буду сшивать. То есть у меня будет обычная иголка, так. Вы можете соединять по вашему желанию, как хотите. Это может быть соединительные столбики крючком, столбики без накида. Но я буду просто иголочкой вот такой вот обычной. Расстояние. Вот мой плечевой шов, так. Какое расстояние непосредственно я буду соединять. Я решила для себя, что у меня это будет, смотрите, так вот, если смотреть по арочкам, пол арочки, большая арочка, и дальше идут столбики без накида, все. То есть это будет мое плечико. В принципе, этого мне достаточно. По итогу получается 1, 2, 2,5 раппорта. С другой стороны, точно так же я выделяю себе 2,5 раппорта, половинка, 1, 2, вот наши столбики, так, и получается 2,5 раппорта слева, 2,5 раппорта справа, это 5 раппортов. Всего я набирала 9. Остаются у меня на горловинку 4 раппорта. Понятно? То есть у вас это расстояние может быть любым, как вы хотите. Можете больше, можете меньше, на ваше усмотрение. Итак, как соединяем? Я буду соединять. Лицевая сторона с лицевой я положила друг на дружку. Поняли? То есть лицевая к лицевой. Здесь у меня изнаночная, здесь у меня изнаночная. Вы спросите, как я это определяю? Я это определяю вот по низу, как я начинала. Вот у меня четкая косичка видна, значит, она лицевая. Вот она, лицевая на лицевую. И здесь точно так же лицевая. Если внимательно посмотреть, вот такая красивая косичка, значит, лицевая. Косичка немножко в обратную сторону, это изнаночная. Все, лицевая к лицевой. Далее, смотрите. Иголка, нитка. Место соединения в начале, там, где у нас были 4 петельки подъема, я соединила. Дальше. Смотрите, какая особенность. Ничего здесь сложного. Если мы посмотрим наше вязание сверху, то вы увидите, что каждая петелька, видите, каждый столбик у нас сверху видно как вот капелька, как будто, да? У нее есть внутренняя стенка в этой капельки и наружная стенка есть в этой капельке. Точно так же дальше внутренняя стенка, наружная стенка. И у второго, получается, нашего образца, нашего полотна, вот найдет, смотрите, внутренняя стенка и наружная стенка. Точно так же и здесь идет внутренняя стенка и наружная стенка. Сшивать будем по внутренним стенкам, поняли? Сами себя контролируйте. Получается, здесь у нас соединились 4 петельки подъема, дальше 2 воздушные петельки, 1, 2. Потом идет столбик, то есть и там столбик. Дальше 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, то есть соединяйте вместе их. Дальше опять столбик без накида, соединяйте 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Поняли, да? Узор одинаковый с той и с другой стороны, вы не запутаетесь, сами себя контролируйте. Итак, я уже как бы 4 петельки, которые подъема, я уже их соединила. Дальше следующую воздушную петельку я тоже соединила. И идет следующее. Берем за внутреннюю стеночку, так,
И получается точно так же здесь за внутреннюю стеночку. Просто так вот тяну и сшиваю. Все. Дальше идет вон столбик, видите? Столбик за внутреннюю стеночку. Здесь столбик за внутреннюю стеночку. Вот он. И сшиваю. Ничего сложного. Дальше у нас тут 3 воздушные петельки. Просто считаем. Первая воздушная петелька, чтобы мы вдруг не скатились никуда, да? Первая. Дальше смотрим. Вторая. Процесс, конечно, не быстрый, но получится очень-очень аккуратно. И в силу того, что узорчик такой воздушный, шов будет незаметный. И получается 3-я воздушная петелька. Все, соединили. Дальше у нас идет столбик без накида. Видите, что с одной стороны вот он столбик, что с другой стороны столбик. Точно так же берем, получается, за внутреннюю стенку первого столбика и второго столбика. Все, и вот так вот соединяем. Ничего сложного, просто сели, настроились и соединяем. Следующие петельки идут воздушная. И здесь воздушная. Берете, конечно, поудобнее, как вам удобно, чтобы вам было все петельки видно. И потом процесс идет побыстрее. По итогу, смотрите, когда мы вот так вот перевернем наше вязание, вот такой вот ровненький, аккуратный шовчик получается. Здорово, здорово. Итак, вот таким вот образом вы соединяете плечико. Точно так же и здесь. Таким же образом соединяйте плечико. И потом я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Итак, ну что, приступаем к следующему этапу. Вот получается, вы сделали плечевые шовчики. Так, это горловинка. Здесь получается рукав. Я рукав, смотрите, получается, у меня рукав, в моем случае 6 раппортов. Так, то есть 3 раппорта дошла до плеча. Так, и 3 раппорта после плеча. То есть серединка. Точно так же я лицевой стороной кладу вниз. Вот мой рукавчик. Вот, смотрите, красивая, хорошая косичка. Значит, я кладу вниз, лицевая сторона. То есть будем сшивать опять по изнанке. Точно так же, как хотите. Либо можете, как я, иголочкой, либо можете крючком, столбики соединительные, столбики без накида, как вам удобнее. Ну, я буду иголочкой. То есть непосредственно красиво разложили, чтобы у вас ничего не фалдило, ничего не тянуло. И сшиваем по изнанке. Сейчас покажу. Итак, смотрите, вот получается наши полрукавчика. Поняли, да? Плечика, вот первая половина рукавчика. Смотрите, какая здесь особенность. Если в рукаве, вот рукав, здесь получается видно нашу верхушечку, вот наши капельки, да? То есть опять точно так же внутренняя стенка, наружная стенка. То есть здесь получается, там, где у нас было тело, да, то смотрите, что мы видим. Получается, как таковой косички не видно, да? То есть мы с вами будем, так скажем, интуитивно соединять, чтобы все было ровненько и аккуратненько. Итак, вот место нашего соединения. Раскрываем и потихонечку начинаем провязывать. Итак, вот ниточка уже, я ее присоединила. И точно так же смотрим, вот наш первый столбик получается. И мы беремся за внутреннюю стеночку и провязываем. И точно так же захватываем, получается, с внутренней стороны вот внутреннюю стеночку столбика и к следующему столбику. Шагаем по петелькам. В любом случае получится очень аккуратно, красиво. Вот, дальше внутренняя стенка. И здесь, смотрите, видим внутреннюю стенку, беремся по порядку. Внутренняя стенка. И здесь вот возьмемся вот за такую вот внутреннюю стеночку. И соединяем. Периодически, конечно, смотрите, ничего не стягивает, все получается, нигде не фалдит, нигде не пузырит, чтобы все было красиво. Все, и вот так вот, как бы эмпирическим путем, видите, вот так вот, тут петельку видно хорошо, здесь не очень, вот соединяем. Естественно, переворачивайте на лицевую сторону, смотрите, все ли вам нравится. Если не нравится, пока не поздно, можно немножечко подкорректировать. Все, и вот так вот шагаем по внутренним петелькам. Вот. И сопоставляем, видите, чтобы у нас все было ровненько. Смотрим.
Все ли нам здесь нравится? Если нравится, продолжаем дальше. Все, поняли, да? Несложно. Давайте самостоятельно первый рукавчик и второй рукавчик. Я уверена, что у вас все получится. Итак, смотрите, вот соединили, получается, рукавчики. Тоже на изнаночной стороне. Все ровненько, аккуратненько. Если мы посмотрим с вами на лицевую сторону, вот видите, шовчик. Шовчик аккуратненький, незаметный. Все будет красиво. Итак, теперь наша с вами задача осталось что сделать? Непосредственно соединить друг с дружкой рукава. Так, вот наши рукавчики. Точно так же на изнаночной стороне. Вы здесь соединяете все очень просто. Здесь смотрите. Здесь получается у нас столбики и воздушные петельки. То есть вы не запутаетесь, да? Столбики без накида, петельки подъема, столбики без накида, да? Либо столбик с двумя накидами. То есть здесь вот четко по узорчику сами себя контролируйте и потихонечку соединяйте, да? Вот внутренняя поверхность получается рукава. И потом внутреннюю поверхность. Вот. Спинка соединяйте с передом. Все. Можете начать непосредственно снизу с бокового шва, да, и потом перейти на рукавчик. Либо с рукава на непосредственно боковой шов. Тут уже на ваше усмотрение. Как вам удобно, так и делайте. Точно так же. Либо вы сшиваете иголочкой, либо соединяете крючком столбиками без накида, либо соединительными столбиками. Здесь точно так же. Все по узорчику. Все по узорчику. Видите? Четко-четко. Получается столбик, столбик, воздушная петелька, воздушную петельку. Все, давайте самостоятельно соединяйте, у вас получится. Ну и встречаемся уже, когда будет готовый результат. Давайте. Итак, все мы соединили элементы. Вот такая получается кофточка-сеточка на лето. Очень легкая, быстро вяжется. Буквально вы за 2 вечера ее свяжете. Получается, в 1 вечер вы будете вязать перед спинку, и кто-то будет вязать рукавчик, кто-то нет. Ну, на 2-й вечер вы просто все это сошьете, и красота. Новая, скажем, новинка у вас будет в гардеробе. Вот, смотрите, получается, по итогу у меня высоту кофточка 35 сантиметров, в ширину она у меня 50 сантиметров, рукава у меня получается 44 сантиметра, то есть они предполагаются, что они будут вот такие вот удлиненные. Горловинка у меня вышла 22,5 сантиметра, вот здесь вот, то есть все здорово, все шикарно, будем мерить на модельке, показывать. Сколько же у меня ушло пряжи? У меня ушло 3,8 моточка пряжи, то есть буквально 4 мотка, а 4-го моточка у меня осталось вот стоечка, так. Но у меня еще есть 5-й моток, потому что я планировала, что будет обвязка, да. Возможно, это была бы обвязка рачьим шагом, столбиками, без накида, соединительными столбиками. Но модель сказала, что так шикарно и ничего делать не надо. Поэтому, возможно, у нас появится новое видео, в котором я покажу, как связать косыночку. Так что следите за новыми видео. Итак, 3,8 мотка пряжи, крючок номер 4. Это получается моя пряжа. Вашей пряжи может быть больше, может быть меньше, то есть в зависимости от вашей плотности вязания, от вашего крючка. То есть обязательно вяжите образец своей рукой, обязательно все просчитывайте, вяжите с удовольствием. Вещь будет очень интересная, стильная, красивая и несложная. Вот такая красота. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Обязательно подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. У кого есть возможность, нажимайте на кнопочку спонсорства для развития канала. Заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.